Всем привет, дорогие друзья, подписчики и гости нашего канала. Вы знаете, дала себе слово, что больше на эту тему не буду записывать видео, потому что, честно говоря, не понимаю возмущения и непонимания того, что я хотела сказать. Я не говорила про всех беженцев, которые приезжают. Я очень всем сочувствую, мы тоже помогаем. Я тоже, как вам сказать, я как мать и все понимаю. И честно вам скажу, мои переживания за Украину еще 8 лет назад начались, когда все это происходило у вас там в Донбассе, вот во всей этой части Украины, когда там тоже проходила война, и такое ощущение было, что касается только их, вот это все их горе. Никто тогда не думал, что умирают тоже дети, что бомбят их, понимаете? Вы сейчас меня вините, что я безжалостная, что у меня сердца нет. Где ваши сердца были, дорогие украинцы? Где ваши сердца были, когда на вашей территории все это происходило, понимаете? Это у вас происходило. И вы тоже были безразличны, никто не митинговал. Почему вы не митинговали, не агитировали, как сейчас агитируете всех, чтобы митинговали против войны? Почему вы не митинговали? Почему вам было тогда безразлично? И вы сейчас меня проклинаете в комментариях, вы меня стыдите. За что вы меня стыдите? За то, что я как мама услышала информацию, и я даже не думала, что будет такой резонанс. Я хотела поделиться со своими тогда подписчиками. Что у меня канал такой, я всегда делюсь своей болью. И те, кто у меня на канале давно, год уже, они знают мой характер, они знают, что моя боль, я всегда с ними делюсь, понимаете? Я не думала, что будет резонанс такой. И я против войны, я против всего, что происходит. Я сейчас совершенно не одобряю, что происходит. Я не согласна с тем, что сейчас происходит. И не нужна война, понимаете? Не нужна нигде война. Плохо, когда дети умирают, плохо, когда все это происходит. Но не надо винить людей, тех, кто не виноват в этом. Я рассказала о быдле, о хамстве, про которое я должна была просто промолчать. Я же вам не рассказывала, что вот я увидела. Я рассказала и точно сказала, что вот я слышала со случаем, с которым я столкнулась. Именно я столкнулась с этим, понимаете? Я не говорю про всех беженцев, мне всех жалко. Есть украинский народ, очень хороший народ. Я очень люблю украинский народ. Я рассказала про тех, кто плохо себя здесь ведут. И то, что я переживаю и боюсь. И за мои переживания мне говорят, что я вражду какую-то тут, как сказать, я забыла. Короче, вношу разлад. Почему я? Почему вы меня стыдите? За это быдло, то, что они здесь творят. Вы знаете, летом, когда мы ездили в Украину отдыхать на море, и когда украинцы нам говорили, что вот вы нормальные молдаване, а есть такие молдаване, быдло тоже, как вот везде есть быдло. Наша реакция не была такая, что мы начинали обзывать там или еще что-то проклинать. Мы просто говорили: простите нас за наш такой народ, да, у нас есть такие. И просто делали анализ над всем этим и не вели себя так, понимаете? Но мы не проклинали. То, что вы меня проклинаете сейчас в этих комментариях, я вам всем желаю здоровья и счастья, понимаете? Да, Бог нам судья, но я не для вражды все это сказала, все это. И вы все время говорите, что уже были эти видео, что вы повторяетесь. Это боль людей, которые понимают, что может быть плохо. Но это ни в коем случае мы воспринимаем беженцев плохо. Мы всем рады, мы всем помогаем, понимаете? И то, что мне одна сказала, извините, вчера в комментариях писала, что вам, Молдавии, заплатили за это. Вот сидите попой, жопой своей, извините, ровно, и чуть ли не присмыкаетесь и терпите. Но это что же не по-человечески, вы понимаете?
Это ж не сказано было во вражде. Мне жалко всех детей. Люди добрые, мне всех детей жалко. И 8 лет я жалела детей, которые умирают, понимаете? Это вы должны быть немножечко подобрее, потому что у вас в стране такое происходило, вам все равно было. Почему вы не митинговали? Объясните мне, почему вы что-то не делали, чтобы прекратилась эта война? В ваших силах было все это прекратить. Правильно? В ваших силах все было прекратить. Но вам не было до этого дела. Вы также гуляли, вы также разъезжали на моря, как вы мне говорите, почему я такая счастливая, веселая, где-то война идет. Но не я эту войну веду. У вас на территории была война 8 лет, и вы счастливые, ездили по морям, в Египет, там еще что-то. Почему вам не болела душа за детей? Прежде чем человека проклинать, вы подумайте, что эти проклятия, они возвращаются. Но не на вас, а на ваших детей. Поэтому я никогда не проклинаю. Я желаю здоровья и счастья вам всем. Понимаете? Честно говоря, не хотела больше снимать на эту тему. Грязи много льется. Все вот это вот, я мирный человек, и для меня это тяжелый груз сейчас, понимаете? Сперва хотела отключить комментарии, потом хотела удалить эти видео, а потом подумала, а почему? В чем я виновата? Что я неправильно сказала? Это уже ваша не вина, не причина. Забыла слово, честно говоря, в эмоциях, что вы воспринимаете это так, вместо того, чтобы понять, что да, ваше быдло ведет себя некрасиво. И если вы мне говорите, что сколько мне проплатили, да скажите, где платят, хоть чтобы я пошла и стала в очередь, извините меня, что всю эту грязь принимать хоть не бесплатно. Что я путинская, да я не поддерживаю никого, я за мир на земле, понимаете? И вы будьте умнее и мудрее, хватит уже гавкаться на этих комментариях, хватит друг друга это самое чехвостить. Пока мы, люди, друг на друга вот так вот будем, никто не виноват в этой войне. Ни украинский народ, ни русский, ни тем более молдавский народ не виноват в этом всем, понимаете? Когда у нас была война в 90-х годах, вы это знали, вы это чувствовали? Нет. Но мы знаем, что это такое, поэтому мы так возмутились, мы не хотим этого опять, мы не хотим этого, понимаете? У нас и так своих нациков, извините, хватает. Везде они есть, везде, блин, ну, как-то по-человечески надо. Еще раз прошу вас, хватит меня проклинать, потому что ваши проклятия не дойдут до меня, потому что я ничего плохого не сделала. Просто подумайте о своем народе, просто подумайте, что никто тут не виноват, это ваше быдло. За наших быдло мы в ответе, понимаете? И мы понимаем, и мы знаем, что наши быдло тоже приезжают на отдых и ведут себя по-хамски, но они приезжают отдыхать, они пропивают весь мозг, понимаете? Ладно, простите меня, если я кого-то обидела. Простите меня, украинский народ, если я кого-то обидела. Я очень уважаю ваш народ. Во мне тоже течет ваша кровь. Но я тоже понимаю, что есть быдло, блин. И никто не в ответе за них. Просто я думаю, что вы тоже бы не промолчали, если к вам приехали молдаване и начали бы буянить. Все. Вот это и все. А вы уже думаете, что хотите, как хотите, думайте. Потому что это я последнее на эту тему видео записываю в этом плане. Потому что, честно говоря, уже болит душа за все. За все болит душа. Все, до свидания всем.